Появление PlayStation на рынке консолей навсегда изменило ход истории игровой индустрии. Изменились фавориты, направление развития новых поколений игровых систем. Первая PlayStation по-настоящему популяризовала 3D-графику в играх, тем самым произведя резкий переход с 2D и прочих экспериментов с Full Motion в играх. Благодаря Sony мир увидел множество новых франчайзов, впоследствии ставших культовыми. Crash Bandicoot, Spyro, Metal Gear Solid. Одни тайтлы живут и по сей день, другие же успели уйти в анабиоз и вернуться лишь однажды на радость фанатам в виде ремейка. Но есть еще кое-что. Тайтл, не дающий покоя поклонникам долгое время. Казалось бы, все было хорошо, но Sony уже 10 лет хранит тишину и не дает надежд на возвращение этой игровой серии. Речь идет о Siphon Filter. Сегодня мы разберем подробную историю Siphon Filter. Мы узнаем о том, как создавали оригинальные 3 части, чем вдохновлялись разработчики, какие были сложности и как Siphon Filter могла бы стать совсем другой игрой. Для нашей истории мы взяли эксклюзивное интервью у Ричарда Хэма, который был лид-дизайнером первых 2 частей Siphon Filter, но он принимал участие в разработке всех 3 частей. Он поведал нам много интересного. В процессе истории будут его видео-комментарии с его воспоминаниями и ответами на наши вопросы. Также в истории будут присутствовать комментарии других людей, которые принимали участие в разработке. Приятного просмотра! В апреле 1995 года официально началась разработка Bubsy 3D. Намечался достаточно амбициозный проект по знаменитому имени. Bubsy в начале 90-х неплохо конкурировал с титанами жанра платформер, Марио и Соником, найдя свою аудиторию. Позднее, с приходом новой консоли от Atari, игра про рысенка появилась и там, но ввиду провала самой системы ей тоже не повезло, хотя были все шансы заинтересовать широкий круг потребителей. И вот, 95 год ознаменовал появление удивительной консоли нового поколения от Sony. Тогда еще никто не мог точно сказать, чем это обернется, ведь несмотря на громкое имя, они были абсолютные новички в этом бизнесе. Многие поначалу даже с опаской глядели на возможность сотрудничества с ними, отдавая предпочтение более проверенным корпорациям Sega и Nintendo, но ближе к релизу системы все поменялось благодаря лояльной политике Sony в отношении сотрудничества со сторонними компаниями. Более того, их система обладала прекрасной архитектурой, благодаря чему многие разработчики могли без труда создавать на ней как эксклюзивные игры с полноценной 3D графикой, так и портировать с аркадных автоматов без всяких ограничений. Тогда это было просто революционным шагом. За проект по Bubsy взялась молодая студия iDatic, состоящая из чуть более 20 человек. Навыков разработки подобных игр не было, и они еще недостаточно плотно изучили все возможности 32-битной системы. В течение 1,5 лет разработки они долго трудились над игрой. Пришлось даже отменить версию для Sega Saturn, чтобы не срывать сроки и выполнить все задуманное, хотя это было очень непросто. С выходом игра на старте получила в целом положительные оценки критиков, но это оказалось лишь обманчивое впечатление. Продажи были неудовлетворительными, а позднее появились ретроспективные статьи, и в них практически во всех изданиях Bubsy 3D называлась худшей игрой за всю историю серии. EGM назвал ее кошмарной, а GameSpot подробно обрисовал все недостатки. И ведь действительно, в ней была неказистая даже по меркам тех лет графика, у команды не было большого опыта работы с видеопамятью, потому вместо текстурированных полигонов использовались однотонные. Прямым конкурентом тогда был Mario 64, потому люди старались обходить Bubsy 3D стороной. Во многом это и стало причиной провала. Из-за неудачи контракт на Bubsy 4D был отменен, и ребята отправились в свободное плавание на поиски издателя, чтобы иметь возможность существовать дальше как компания-разработчик. Вот что об этом времени вспоминает Ричард Хэм. Siphon Filter came about because Bubsy 3D was such a huge flop. And after it came out and the contract for Bubsy 4D, which was going to be our next game, got canceled, we suddenly had to scramble to be able to get any kind of work we could. We had an engine on PlayStation 2 that was actually pretty impressive. I wouldn't say we used it to its best effect in Bubsy because of some choices we made during the development of that, but it was still a good solid engine that could push a lot of polys if used in the right way. And so we went on a roadshow. We actually made a Bubsy 4D prototype, and we used that to show developers, look, forget about that Bubsy 3D thing. We can do something really amazing with this engine. And we could make something that would compete with Mario 64, which had just come out.
And of everybody we showed it to, the one who showed the most interest was Sony, and this was before they were 989 Studios. They were just called Sony in the Bay Area. And they had an internal project for Siphon Filter that they had been trying to find a publisher or a developer like us to work on. And so it was a match made in heaven. We had an engine, they had a game they wanted to make, and so we signed a contract and we were off to the races. Начав сотрудничество с 989 Studio, ребята из Eidetic оказались в непростом положении. С проектом была лишь одна тетрадь, в которой был заголовок Siphon Filter. На самом деле это очень загадочное название даже для англоговорящего. В тетради очень кратко был изложен основной концепт и сеттинг будущей игры. Именно в тот момент компанию покинул Майкл Берлинг и место главного разработчика занял Ричард Хэм. Задача была сложная. Раньше, работая над Babsy 3D, у них уже был готовый персонаж, его характер, основные идеи, конечно же, были основаны на предыдущих работах. Здесь же с этим загадочным Siphon Filter ничего не понятно. Ведь первоначальный сеттинг, предложенный Sony, очень сильно отличался от того, каким мы знаем Siphon Filter сейчас. Ричард поведал нам эту очень интересную историю. The original story of Siphon Filter that we signed is nothing like what the final game was. Siphon Filter, from Sony's perspective, was going to be set like 200 years in the future in kind of a post-apocalypse world where nature had risen up and destroyed humanity, and there were still big fissures in the earth that energy emanated out of. And the energy of the earth, of Mother Gaia, they were called siphons. And the last remnants of humanity were able, some precious few people were able to capture the energy of siphons and filter them. And that's how they created energy to rebuild mankind. It was siphon filters who could actually help rebuild society and all of that. And you were a siphon filter in this game. Crazy, far out. It was going to be kind of more, I would kind of liken it to maybe one of the more far out anime Final Fantasy. It was kind of a future world that was kind of fantasy but kind of futuristic, stuff like that. We signed the project because we needed to eat. But in all honesty, we had no interest in the subject matter of this game at all. Eidetic и Sony, казалось, быстро нашли общий язык друг с другом и подружились в одном проекте, носящем весьма загадочное название. Все основные сложности уже позади. Определили основной сеттинг, историю, осталось выбрать источники вдохновения, те, что будут отражать стиль игры и каким будет сам геймплей, на что он будет похож, какие идеи эксплуатировать, что нового привнесет игра в свой жанр. Эти и многие другие вопросы еще предстояло решить. У Ричарда Хэма было свое видение того, каким должен быть геймплей. Поскольку он изначально был за то, чтобы перенести действие игры в реальную жизнь в наше время, он уже отчетливо видел, от каких идей нужно отталкиваться и чем вдохновляться. Он хотел перенять стиль повествования из боевиков, к примеру, Джона Ву, где главный герой умело расправляется с плохими ребятами, при этом выдавая яркие акробатические трюки. Словом, харизматичный такой мужик должен быть. Me personally, I was really keen at the time on a movie called Assassin, starring Antonio Banderas and is it Sylvester Stallone? And it was actually written by the Wachowski brothers, who would go on to write and direct The Matrix. I thought that was a really cool game, and I thought, hey, why isn't anybody making a video game that's set in the real world? Instead of these weird, far-off, futuristic fantasy environments, let's make something set today. Let's have you be an assassin. And, and so that kind of became the launch pad for what Siphon Filter would ultimately become. So it was interesting. Sony thought, this was years ago, back in the 90s, no one's going to want to be an assassin. Who would want to be a hitman or a bad guy who goes around killing innocent people? Nobody wants that. But tell you what, we'll compromise. How about if you're a secret agent? And so that's why Gabe Logan is a secret agent working for a shadowy conspiracy. Eventually, John Garvin, who was the lead artist on the project, came in, and he was really big into the X-Files at the time. He was a huge X-Files fan. And so that's why the game has so much dark, shadowy figures and conspiracy and all that kind of stuff, because that was like a really big deal. So that's kind of a little bit of a snapshot into how the story evolved as we developed it.
Важно отметить, что тогда еще не было таких жанров, как стелс, шпионский боевик. Siphon Filter появился практически в одно время с Metal Gear Solid, и, как вспоминают ребята из Eidetic, когда те трудились над своим проектом, они лишь пару-тройку раз слышали о проекте Konami. Но у него мало общего с их проектом. В то время как Metal Gear стал чуть ли не иконой стелс-игр, Siphon Filter же стремился стать кинематографичным шпионским боевиком, где были совершенно иные цели, другой стиль игры, другие механики и геймплей. Ведь они даже и думать не могли о конкуренции с Konami. Там была целая корпорация, готовящая свой основной проект, а Eidetic же оставалась командой молодых программистов, художников и дизайнеров, что просто пытались воплотить в игре свои идеи. I can tell you, Siphon Filter was made, and Siphon Filter 2 were both made with very, very tiny teams. Really, what were we? We were just slightly more than a dozen guys and girls trying to make the best game we could. So yeah, I would imagine the budgets must have been fairly small. But again, I couldn't tell you the particulars. I do know at one point, about midway through the production, 989 was apparently going to cancel the project. They weren't happy with the progress that had been made. And I actually had to fly down and make a presentation of the game to Kelly Flock, who at the time was the president or CEO of 989. And I guess that went well because we got an extension, we got more money in the budget, and we were able to ultimately finish the game. And it's a good thing because, hey, it turned out that after we came out, Хотя команда разработчиков небольшая, у них были отличные условия для работы. 989 Studio оказала огромную поддержку в проекте. У них были продюсеры, которые следили за качеством проекта и помогали в разработке. Другие, что отвечали за отдельные части игры, например, звуковой ряд и motion capture. Ричард Хэм очень тепло вспоминает то время, когда они сотрудничали с 989 Studio. I can say working with 989 Studios, from my perspective, is great because we had a producer and executive producer, our direct producer, Darren Yeager. He spent a lot of time in the office and he was a great creative partner. He actually had a lot of valuable insight. He was the one who came up with the idea that, hey, you know what, if you crouch, you should get better aim. And of course, nowadays that kind of thing is standard, but I mean, he kind of invented that. And so he was a really, really good partner. I mean, I remember he and I would stay up all night long for days at a time, just trying to tweak and balance it as best we could. So I love him, and he's still there. He's still at Eidetic to this day, working on Days Gone now. And our executive producer is Connie Booth, who is like one of the highest level executive women in the entire video game industry, and she was amazing. She was always incredibly supportive. She was the one who was so keen on switching from being an assassin type thing to a secret agent, because I learned this years later. Turns out she had always wanted to be a secret agent. She had gone to college and hoped to go into the CIA or the FBI, and life went a different way and she became a video game producer. But so this was always kind of like a fantasy fulfillment for her. So they were both amazing partners. 989 Studios did all of the sound effects and audio from Buzz Burrows and a bunch of guys. They did an amazing job. They handled all our motion capture, which, well, you could say maybe the end results with Gabe's weird saggy butt didn't work out as well, but still, I would say from my perspective, they were amazing and very supportive partners. У многих фанатов, пожалуй, часто возникает вопрос, откуда Ричард и его команда черпали вдохновение для геймплея, ведь Siphon Filter для своего времени использовал революционные механики. Локации были достаточно большими и открытыми, одни задачи добавлялись другими и казались нелинейными. Вдобавок, огромное количество оружия и множество тактических способов их использования. Все это было новым и необычным. Тем самым Siphon Filter сильно отличался от других боевиков, имея при этом очень крутой сторителлинг через CGI-видеоролики, а также через сценки, разворачивающиеся в самой игре. Ричард рассказал нам, что было для него главным ориентиром. My inspiration as the lead designer for Siphon Filter was trying to combine two games that I thought were absolutely amazing. Tomb Raider and GoldenEye. Those were my blueprints because GoldenEye had this amazing thing. It took what were very common at the time, first-person shooters, but added objectives. So suddenly it wasn't a game where you were just trying to run around and get a red key to open a red door. You actually had to go and rescue people or defuse bombs or stuff like that. And that was so much more cool and exciting and engaging in a storytelling way. So I absolutely loved that. But it was kind of bugged me that GoldenEye was very harsh and unforgiving. It told you what all your objectives were at the beginning, and you had to pretty much do all of them. And if you died, you had to start all the way over, and that was very frustrating. So for me, I wanted to
fix GoldenEye by allowing you checkpoints that after you completed an objective midway through, the game would save your progress and you could continue from where you left off. So to me, that was like an evolution of what GoldenEye had done. And if you talk about Tomb Raider, I thought it was absolutely brilliant the way they did third-person 3D action shooting. They had this gorgeous system of Lara Croft automatically aiming her gun, so players didn't have to deal with that because, of course, this was back on the PlayStation 1 where we didn't have dual analog sticks. We didn't have analog sticks at all, so it would have been impossible to aim and shoot like you could with a mouse and keyboard. Hey, back in the day, there weren't very many people doing mouse and keyboard stuff. Quake had only just recently come out, so it was all kind of new. So, I thought it was a brilliant idea. The thing that bugged me about the original Tomb Raider was that players didn't have control over Lara when she would decide to aim automatically and what she would aim at. I thought it was so important for players if you have multiple targets. So I don't want to aim at that guy, I want to aim at that guy. That was fine for Tomb Raider because at any given time you only had a couple of bad guys. But for us, we wanted to make you feel like you were surrounded at all times and you were having to make tactical decisions about, oh, I can't hit that guy, he's too far away. Oh my God, there's guys over there, quick, auto aim over at that. So those two games were a huge influence on the gameplay. Хотя, как вспоминает Джон Гарвин, проект много раз переписывался и переделывался, получая крупные обновления и изменения. Из-за этого сроки много раз нарушались, тем самым вызывая недовольство у руководства 989 Studios. Из-за достаточно сложной механики команда сталкивалась с множеством трудностей и ограничений. Так, например, еще в первой части игры они хотели добавить нож, как нескончаемое оружие в игре. И вот что в итоге получилось. I remember we, for the longest time, tried to get a knife. We wanted to be a game that treated ammo usage realistically. I mean, because at the time, it wasn't at all uncommon to have infinite ammo guns. That was a really standard thing. Because, you know, everything was weird fantasy science fiction stuff. And we knew that, oh, well, if you run out of bullets, what are you going to do? You have to have an infinite ammo weapon. And so we were going to have a knife. And we just couldn't make it work. It was not very satisfying to use. And so ultimately we gave up and we went with a taser. And I think you'll agree, that taser worked out to be something very, very special, very, very memorable. Anyway, so that was an example of something we wanted to do that didn't work, and we ended up, that forced us to create something 10,000 times better. Stop! Don't shoot! Do you have something less painful, maybe? A crossbow? Too messy. A grenade launcher? Ouch. How about the taser? Yeah, a taser wouldn't be bad. It might leave a little rash mark. I'm sure there were a few things here and there. I mean, that we had to cut some levels, and I always wanted more bad guys, but 5 active at any one time is the best we could do. But I think really at the end of the day, probably 90% of what we wanted to do, we found a way to do it. It was a small, plucky team, and we were working our butts off to try to find a way to solve problems and achieve the impossible. And we pulled it off. Siphon was great. Как и с любым проектом, находящимся в разработке, с Siphon Filter также были определенные трудности. Во многом, конечно, они возникали из-за технических ограничений самой консоли. Как уже упоминал Ричард, у их движка была способность работать с большим количеством полигонов, но дело было в том, что в игре всегда куча объектов и открытое пространство, потому ограничения они испытывали существенные. Максимум на PlayStation удавалось добиться около 1000 полигонов одновременно на экране, но в действительности эта цифра чуть меньше. В топовых играх на платформе было порядка 800, не больше. Из-за этого некоторые враги в Siphon Filter были низкополигональными, и их количество не должно быть свыше 5 одновременно. Это ограничение сильно раздражало Ричарда, поскольку его основной целью оставалось сохранить кинематографичность и, главное, увеличить напряжение от происходящего на экране. I remember Doom. Which, you know, there were times when there would be dozens of guys coming at you, or you'd open doors and there's like a million cacodemons, and oh my gosh, what you could do, because everything was sprite-based. And as the industry was making the transition to 3D polygonal models, we ran into problems where we just couldn't have as many bad guys. If you look at Quake, or Descent or whatnot, there were only ever 2 or 3 bad guys attacking you at once, and that was a real bummer for me. I wanted to have that sense of you're constantly under fire from all angles, which is why you have to take cover and keep moving at all times. And it was a real technical restraint that we could only have 5 guys active at once, which, in all honesty, that's a pretty big deal. That's more guys than were active in Quake at that time. So
But I wanted more, and we just had to come up with clever ways to make do with 5. That's why you'll find so often that as you're running along through the streets or the corridors or whatever, oh, there's some guys ahead, and oh, boom, suddenly guys will appear from behind. There's always guys coming from behind, because to get that sense of you constantly feeling under threat, we could only had 5 guys active, but there were 2 or 3 guys in front of you, 2 or 3 guys behind you, and so you always felt surrounded, always under pressure, so that you had to use the auto-aiming stuff. So you'd get cool cinematic things like where the camera would whip around and you'd see looking over Gabe's shoulder as he shot at a guy up on a balcony or whatnot. I'm sure there were all kinds. I mean, you could ask John too. Certainly, we couldn't push very many polys. The fact that our characters didn't have faces really bothered John, our lead artist. And so he tried to come up with a system where, okay, well, the faces were just flat, but let's do some like kind of cartoon animation of the mouth and the eyes so characters could blink and stuff like that. That was just trying to get some kind of physical representation, you know, that sense of connection with the characters. So there were things like that, but you know, those guys, oh, you're telling me I can't do it? Well, I'll just try to find a way to make the game fun in spite of that. It was tough. It was definitely tough. В итоге было приложено масса усилий, чтобы претворить все задуманное в жизнь. Игра содержала в себе множество новаторских идей, и то, как творческая команда обходила ограничения, порой как бюджетные, так и технические, еще раз показывало, как важно в своем проекте подходить творчески к любой задаче. Как вспоминает Джон Гарвин, они не отметали ни одну идею, даже самую, казалось бы, неудачную. Главное, чтобы она помогала сотворить нужные вещи. Так, например, CGI были низкого качества, но они все же как-никак рассказывали историю. А порой, чтобы создать ощущение опасности героя, окруженного врагами, они использовали аудиовизуальные приемы. И все это действительно работало. Тогда во многом они были первыми, кто шел на смелые эксперименты, чтобы сделать игру по-настоящему серьезной, зрелой. И некоторые вещи даже незаметны многим игрокам. Так, например, в Siphon Filter у ружья нет физики стрельбы дробью, то есть одним выстрелом вблизи поразить сразу несколько целей не выйдет. Вместо дроби во врага летит одна пуля, убойной силы которой увеличивается по мере близости к цели. В первой части только Гейб умеет стрелять в голову, враги научатся этому только во второй части и будут действовать по общему принципу действия физики. Затратив огромное количество сил и времени, команда не забыла, с чего все начиналось. В первых версиях игры можно встретить демо-ролик Бабси, сделанный в то время, когда у них на руках был готовый движок и прототип Бабси 4D. Позднее, в переиздании Greatest Hits, его уже не было. Находится он в ресурсах американского региона игры версия 1.0. Версия 1.1 его уже не найти. Поместив его на диск в ресурсах с игрой, разработчики сделали эдакую секретную отсылку к своей предыдущей работе, что получилось весьма занятным. После своего официального выхода игра получила исключительно положительные отзывы критиков, выставив ей самые высокие оценки. Журналисты восхваляли ее за потрясающий реализм и атмосферу, которую дарит игра. Она ощущалась как настоящий боевик, где ты в центре запутанной истории. Как и хотел Ричард, многие геймплейные аспекты были переосмыслены и улучшены, тем самым как пресса, так и простые игроки оценили приятный игровой процесс по достоинству. Игра продавалась просто великолепно, и руководство Sony было в восторге. Так сиквел Siphon Filter не заставил себя долго ждать. После коммерческого успеха первой части Джон Гарвин и Ричард Хэм занялись в отпуске тем, что писали сценарий ко второй части. Любезно принятая многими игра вдохновила их на продолжение истории, также этого от них ждала и Sony. Но была задана очень высокая планка качества как глубины геймплея, так и подачи истории. Осталось многие аспекты улучшить и дополнить, в этом секрет успеха любого хорошего сиквела. Уже к концу 1999 года Sony сделала официальный анонс Siphon Filter 2, после чего через несколько месяцев состоялся релиз игры. На этот год также был насыщенным, пока они трудились над второй частью, развивая историю сюжета и внося все больше идей в геймплей. В течение года Eidetic тихо работали над продолжением, а издатель хранил молчание и не давал никаких конкретных комментариев, чтобы на радость фанатам уже в скором времени предоставить совершенно новую часть уже полюбившейся многим игры. Состав команды оставался тем же, и во многом процесс работы проходил уже гораздо легче. Первое, на что обратили внимание разработчики, это на возможность увеличить количество CGI. В основном это было желанием Джона Гарвина. Благодаря этому сиквел вышел на 2 дисках, потому как большую часть игры занимал
снимали видеовставки. Ричард Хэм же был сторонником того, что сторилайн должен развиваться внутри самой игры, и все кинематографичные сцены лучше оставить на совести движка. Но ввиду множества технических ограничений сделать это в первой части не удалось. Ко второй части у них появилась система скриптов под названием Siphon Script, благодаря которой удалось создать больше напряженных и кинематографичных сцен в геймплее. Так что вторая часть — это шаг вперед и реализация тех идей, которые были у Джона и Ричарда. Он вспоминает. Well, I only worked on Siphon Filter 1, 2, and 3. And personally, I love what we did with Siphon Filter 2 because we made so many big jumps in terms of, because in Siphon Filter 1, one of the things I was very frustrated by is I wanted to have these really cool epic cinematic moments that would happen in real time. They weren't cutscenes, they were actually happening to you, and you could still move around and be in the middle of the movie. Again, this was stuff that nobody was doing at the time. Nowadays, it's kind of standard. So that was really interesting to me, but we couldn't do much of that. So in Siphon Filter 2, Mark Blank, the president of Sony Bend and the co-creator of Zork, if you go way, way back into the 70s, he actually came up with a scripting system that would allow me and Jeff Ross, my other co-designer, to actually script out really cool cinematic moments that would happen in the middle of gameplay, and I'm really proud of what we came up with. That said, I do still think Siphon Filter, the first game, is the best because we went a little bit too far, and I think Siphon Filter 2 was a bit over-scripted, in that it's, as testers started ripping apart the game, and we had a really cool cinematic moment, but testers could find all ways to break it and introduce bugs. We just kept saying, oh, well, then we're going to restrict you more and more in what you could actually do. And that kind of made it kind of frustrating for the player. There wasn't that kind of frustration in the original Siphon Filter where it was much more open-ended and you could do whatever you wanted to whenever you wanted. So I do think we got it right the first time. Siphon Filter 1 is probably the best, but I got a real soft spot for Siphon Filter 2. And then I was long gone before the Omega Strain came out or any of the PSP games. Right. Why Siphon Filter 2 on 2 CDs, but Siphon Filter 3 only 1 CDs? Less CGI video or optimizations? You nailed it yourself. Siphon Filter 2, like I said, I wanted to have a much stronger sense of storytelling inside the game, and the John Garvin, our artist, he wanted to have a lot more CGI. Siphon Filter 2 has tons and tons and tons of it, you'll notice. More storytelling than than the other two games combined. So yeah, I mean, we were just on regular 650 meg CDs at the time, so those filled up fast. So the CGI was a big part of it. Also, another big part of it was that was when we introduced the two-player deathmatch mode, and I think there was a restriction there that we had to have it on its own separate. It couldn't be on the main CD. I remember there was something about that too, but again, that'd be something to have to ask Chris, our technical lead. But I think the main reason it was split is because we had so much CGI. Помимо прочего, ребятам наконец-то удалось добавить в игру нож, как они и хотели еще в первой части. Теперь же ему нашлось достойное применение, и наверняка многие, кто проходил вторую часть, не раз обращался к нему на миссиях. Проработали лучше физику движения. Она стала не то чтобы реалистичнее, а именно более дружелюбна к игроку, ввиду чего персонаж теперь может делать более резкие движения, что весьма необходимо в жестких перестрелках. Далее новый режим, о котором упоминал Ричард. Именно со второй частью это стало большим обновлением, что определенно пришлось по душе поклонникам игры. Миссии же в целом стали более разнообразнее и интереснее, как и визуально, гораздо динамичнее, например, как миссия на движущемся поезде, так и другие, в которых требовалось разгадывать тактические головоломки. Также изменили поведение NPC. В некоторых ситуациях их поведение может быть непредсказуемым, что было экспериментом геймдизайнеров игры. Ну и сюжет лихо развернулся, вместе с тем представив новых персонажей. Для озвучивания роли Гейба так и остался Чайкон, а на роль Терезы была приглашена Шеннон Тилтон. Она вспоминает то время, когда ее пригласили на озвучивание своей роли для Siphon Filter 2. Тереза была моим основным персонажем. Помимо нее я озвучивала пару-тройку случайных реплик для других персонажей, но они были второстепенными. Мы начинали озвучивание в Бэй-Арии в офисах Sony, но позднее вместе с развитием игровой индустрии мы переместились в Лос-Анджелес. Изначально Терезе хотели придать явный испанский акцент, но с этим как-то не вышло. В основном они хотели передать характер сильного персонажа, но с нотками чувственности. Для меня была большая честь сотрудничать с Sony и озвучивать роль Терезы, она интересный человек. Часто помогает главному герою даже в самых трудных ситуациях, но, как и все люди, она тоже подвержена эмоциям. Испуг, волнение, радость. Она профи в своем деле, и я старалась как можно лучше передать ее характер.
Творцам из Eidetic снова удалось превзойти самих себя. Опыт с предыдущей игрой во многом сказался положительно. Движок продолжали улучшать вместе с новой системой скриптов. Несмотря на то, что команда все еще была небольшой, бюджет второй части был немного больше, что сказалось на обилии и качестве CGI видео в игре. Но главное, куча механик и геймплейных элементов были улучшены, хотя, как признает Ричард, многие вещи были заскриптованы, и это не очень ему нравится. Тем не менее, по сравнению с оригинальной первой частью, сиквел совершил большой технологический скачок вперед. Критики тоже положительно встретили игру. Одни отмечали, что она действительно перешла на новый уровень качества геймплея и своих внутренних механик. Порадовала верность оригиналу, фанаты больше всего боялись, что история может зайти в тупик или как-то злоупотреблять старыми клише. Но все оказалось сбалансированной со вкусом. Снова Ричарду и Джону удалось создать историю, что осталось в сердцах многих геймеров. Вдобавок, дезматч режим скрашивал вечера тех, кто уже успел пройти игру и не хочет расставаться с любимыми героями. Для многих именно сиквел остался любимой игрой всей оригинальной трилогии, но впереди ожидала еще третья часть, и, что странно, об этом не сразу узнали даже сами Eidetic. Siphon Filter 2 оказалась также коммерчески успешной и радовала Sony прекрасными продажами. Конечно же, серию нельзя было замораживать, и Eidetic знали это. Однако они боялись зайти в тупик, и поэтому Ричард больше всего хотел сделать нечто принципиально новое в серии, чтобы игра отличалась от предыдущих двух частей, успевших стать уже классическими. Хотя задумка сделать игру трилогии оставалась в силе, все же в третьей части им хотелось уже реализовать что-то совершенно новое в геймплее и дать новый опыт геймерам. Тем более уже рынок встречал консоль нового поколения PlayStation 2, так что команда была на распутье. Джефф Росс так вспоминает время разработки Siphon Filter 3. Вообще, Siphon Filter изначально задумывалась как трилогия, и было бы здорово закончить ее именно на той платформе, где она и началась. К тому же, среди обладателей первой PlayStation была уже немалая армия поклонников игры, которые ждали очередную серию. Руководство Sony Computer Entertainment было того же мнения, и мы не заставили долго ждать Siphon Filter 3. Так что эксперименты так или иначе пришлось отложить. Перед фанатами есть обязательство закончить трилогию верно, расставив все точки над «и». Но у первой PlayStation были свои ограничения, мешающие перейти на новую ступень. Ричард поведал нам интересную историю, какой эксперимент у них готовился и как это в итоге сказалось на Siphon Filter 3. We were originally working on Siphon Filter 3 to be coming out on PlayStation 2. And it wasn't going to be called Siphon Filter 3, it was going to be called Siphon Filter Online, because it was my dream to take Siphon Filter and combine it with Diablo. Still have, the 3D over-the-shoulder action of Siphon Filter, but the randomly generated world and environments and combat scenarios of Diablo. And that's what we were working on. And it was going really, really well. But then Sony realized, hey, you know what? There aren't as many people buying the PlayStation 2 as we thought, and there's still so many people with PlayStation 1s out there. Would you put the Siphon Filter Online thing on hold and maybe just change your assets to make a Siphon Filter 3 for PlayStation 1? We're like, okay. So we did that. That's why Siphon Filter 3 is such a weird story. It's just like this mishmash, hodgepodge of a bunch of different little stories that we had to kind of stitch together. Because originally, Tokyo and the redneck compound and the Irish docks and all these things, these were just supposed to be part of a whole bunch of disparate, disconnected elements, because in Siphon Filter Online you could travel anywhere in the world and have all these different randomly generated environments you fought in, and then suddenly let's take these things, let's res them down so they'll work on PlayStation 1, and now with what we've got here, let's try to actually come up with a story. And that's why Siphon Filter 3 is basically just a series of flashbacks, and because of that there just wasn't as much of a focus on storytelling, because it was kind of at the last minute, hey, let's just throw something together really quick, because this was not the original plan. Невзирая на то, что у них были несколько другие планы, это не означает, что третью часть сделали кое-как, лишь бы выдать продукт. Sony возлагала большие планы на игру, сделав ее одним из самых поздних и серьезных проектов для первой PlayStation. Прежде чем начать разработку третьей части, была проделана большая исследовательская работа на предмет поиска ошибок, допущенных в предыдущих играх, а также сбор отзывов игроков и журналистов. Вот как описывает эту ситуацию Джефф Росс.
Прежде чем мы взялись за разработку нового проекта в серии, мы внимательно изучили отзывы по предыдущим частям и проработали слабые и сильные стороны этих игр. Первая часть была более скудной в плане геймплея по технической части, однако там ощущается больше свободы вместе с обширными уровнями. Вторая же часть была более совершенно технически. Новая система скриптов позволяла нам добавить в игру больше экшена, чем раньше, однако получился она более линейный. Критики отмечали, что пока Siphon Filter не имеет своего четкого стиля геймплея, и мы решили в третьей части собрать весь наш полученный опыт воедино. Появилось больше уровней, где игрок может как строго выполнять задачи, так и просто изучать локацию. Дали свободу, чтобы была в первой части. Но вместе с нашей системой Siphon Script, что стало еще глубже, теперь есть не только кинематографичные моменты в геймплее, но и стала задача. В общем, мы взяли лучшее из первых двух частей и углубили эти аспекты еще больше. Нашей главной целью было сделать геймплей разнообразным. Да, пожалуй, главной задачей разработчиков было это воспользоваться всеми техническими возможностями для того, чтобы больше дать игроку свободы и при этом в каком-то смысле даже вернуться к истокам и тому стилю игры, что был в первой части. Напомню, что Ричарду не нравилось то, что многие вещи в сиквеле были заскриптованы, что в какой-то степени делало ее линейной. В третьей же части, используя наработки, полученные от Siphon Filter Online, локации были огромные, поскольку было решено не делать большого упора на сторилайн и сюжетные повороты, они углубились в аспекты игрового процесса, и это было верным решением. Сюжет Siphon Filter 3 по большей части это ретроспектива. Я думаю, это было неплохим решением, поскольку старым поклонникам стало известно больше информации о любимых героях и об их прошлом. Также появились и новые персонажи, характеры которых очень неплохо раскрылись в повествующих на уровнях историях. Все же, как нам казалось, третья часть должна расставлять все точки над «и» в трилогии Siphon Filter, хотя продолжение франшизы на PS2 было лишь делом времени. Также он объяснил, какой степени свободы для игрока удалось достичь Siphon Filter 3. Говоря об уровнях, где появилось больше свободы, я не имею в виду только пространство в локациях. Во-первых, задачи игрок может выполнять в любом порядке. Во-вторых, если что-то пойдет не так и кто-то из NPC пострадает на миссиях, это не всегда приведет к провалу. В таком случае игрок просто не получит каких-либо бонусов или окажется в непростой ситуации. В общем, мы постарались обыграть разные исходы событий, чтобы геймплей был как можно более гибким и естественным, отходя от канонов старых игр, где к играющим предъявляются строгие требования. Конечно же, в игру также добавили множество нового оружия, у которых появились и свои собственные функции. Еще к улучшениям обязательно стоит отметить более проработанный искусственный интеллект. Как отмечал в одном из интервью представитель Sony Computer Entertainment, теперь враги стали более чувствительны к появлению игрока на локации. Их угол обзора увеличился, появился слух, то есть в некоторых ситуациях они могли услышать Гейба или Лен по шагам, что придавало реализма игре. Некоторые стелс-элементы были упрощены в угоду эффективным перестрелкам с вражескими солдатами. Джефф объясняет, насколько технически Siphon Filter 3 отличается от двух других. В техническом плане я могу отметить, что Siphon Filter 3 в некотором плане превосходит предыдущую часть. За это время наши художники, дизайнеры и программисты набрались опыта. Движок обновлялся, вместе с тем мы смогли добавить в игру больше деталей, что будет заметно по окружению на уровнях, а также в самих миссиях. Конечно, прорывом это не назовешь, однако те изменения, которые мы смогли внести, лишь подняли качество исполнения игры. Разумеется, это нельзя назвать прорывом, но это все еще верный шаг в сторону развития, ведь многие аспекты игры и так оставались на высоком уровне, необходимо лишь освежить и улучшить отдельные ее части, и теплый прием фанатов был гарантирован. Хотя, конечно, ребятам из Eidetic хотелось бы попробовать уже нечто абсолютно новое, но не то время. С выходом Siphon Filter 3 сложились определенные трудности, что негативно сказалось на ее продажах. Во-первых, ей приходилось конкурировать с играми совсем иного уровня, новинками, выходивших на консолях нового поколения, и зарубежные журналисты уже нехотя брали за работу, описывая игры на старушке PlayStation. Конечно, в каком-то смысле их можно понять, 32-битная система безнадежно устарела, и все новое, красивое и интересное предлагали уже консоли 6-го поколения, потому играм на первой PlayStation уделялось не очень
очень много внимания. Во-вторых, трагические события, случившиеся 11 сентября 2001 года в США. Старт продаж был запланирован на 25 сентября 2001 года. И как водится, Sony отгружала ритейлерам копии игры за месяц или чуть больше до релиза. И после случившейся трагедии, руководство компании решило изменить обложку Siphon Filter 3, полностью отозвав первую партию изготовленных комплектов. Первоначально обложка должна была иметь арт, на котором изображены главные герои, воюющие, похоже, в здании правительства, на фоне американского флага и множестве взрывов. После случившейся трагедии 11 сентября Sony побоялась, что такой арт может спровоцировать скандал или просто оттолкнуть многих игроков от покупки. И, чтобы не рисковать, обложка ритейл-версии была изменена. Из-за этого пришлось задержать выход игры до ноября того же года. Сейчас версия, что была отозвана у ритейлеров, стоит фантастических денег и остается для многих коллекционеров в мечтах. Не каждый готов выложить за игру свыше $2000, отличие у которых только лишь в обложке. Однако это занимательный факт, который попал в историю Siphon Filter 3. Несмотря ни на что, третья часть тоже была положительно встречена критиками. Она получила оценки в районе 7-8 баллов. Многие отмечали, что некоторые изменения не столь заметны и нет такого скачка вперед, каким был прорыв между первой и второй частью. Однако третья часть поддерживает высокую планку качества, предлагая игроку некоторые улучшения и более гибкие решения в геймплее. Но это была уже последняя часть для первой PlayStation. Серии требовалась перезагрузка, чтобы совершить очередной прорыв. Сейчас, как мы знаем, история Siphon Filter не закончилась на оригинальной трилогии, вышедшей на первой PlayStation. Позднее Ричард Хэм покинул команду Eidetic, и те продолжали серию уже без него. Еще вышло 3 части, из которых только Omega Strain была слабже всех по оценкам игровой прессы. За разработку отвечал уже Джон Гарвин, что сотрудничал вместе с Ричардом как главный художник. Как сам признается, он хотел уже закончить серию, потому позволил, чтобы история закончилась на том, что Гейба убили. Скорее всего, это действительно правда, поскольку вот уже 10 лет Sony не дает никаких обещаний насчет новых частей серии. Несмотря на положительные оценки критиков, игра после оригинальной трилогии изменилась, и не всем это оказалось по вкусу. Сменив движок и внешний вид, она будто бы потеряла ту харизму и неповторимую атмосферу, которая была у нее в первых 3 частях. Продажа этих игр не устраивала руководство Sony, и поддержка этой франшизы была невыгодным делом. Есть ли шанс увидеть новую часть серии когда-нибудь? Ричард поделился своими мыслями по этому поводу, заодно и поразмышляв о том, в каком направлении могла бы развиваться серия дальше на PlayStation 4. I would love to see it. I know there's a lot of people out there who would love to see it, but I have never heard anything. I mean, it's crazy. Siphon Filter, the last PlayStation, the PSP version, ended with the cliffhanger where it looked like Gabe was dead. That's like going to be one of the worst cliffhangers of all time in all of video games, and that's never going to get resolved as far as I know. I know what I would like to do. I'd love to see a PS4 reinvention of it, because what I think, I would want to continue the story and find out that, yeah, Gabe wasn't killed, but he kind of goes Oracle. If you know, Batgirl, how she had her back broken by Joker in the comic books, and then so because she was confined to a wheelchair, she basically had to become the ear and the voice of Batman and look things up on the computer and help him. I love that idea. A PlayStation 4 game where the lead character is not Gabe Logan, but is Leon and Teresa, the 2 lead female characters. I'd love to see, a buddy cop film with the 2 of them traveling all around the world in adventures, but you still get to hear Gabe's awesome voice. We'd get the actor Michael Chacon again, and he's just constantly giving you directions, because I just love that flip. It was always Leon telling you what to do or Teresa telling you what to do. Now it's Gabe telling Leon and Teresa. I think that would be amazing, and it would be a cool storyline to continue to a whole new franchise. I would love to see that, but I have no idea if it's ever going to happen. Who knows? Так Siphon Filter остался в сердцах многих геймеров, и надеемся, что Sony когда-нибудь сделает подарок фанатам и вернет франчайз, возможно в виде перезапуска или даже совершенно новой серии, кто знает. Даже Ричард Хэм тоже хочет этого. И не забывайте, что полная версия интервью с ним также находится на канале, если вы смотрите это видео. Пожалуйста, поддержите этот фильм лайком, комментарием, поделитесь своими историями, воспоминаниями о Siphon Filter. Мне будет очень приятно и интересно узнать ваше мнение и ваши истории, связанные с этой игрой. Спасибо за ваше время, друзья. Увидимся уже скоро. Всем пока!